Так, ну что, всем привет. Я в эфире. А, Эфир наш этот постоянно проходит каждый четверг в 19:00 по московскому времени. Я провожу прямой эфир, где сохраняется запись чата, запись самой трансляции. Вы можете писать комментарии. Эфир этот про сварку и не только, про все что угодно. Всех приветствую, кто только подсоединился к этому эфиру. Напоминаю, про этом в этом эфире, и, ну, чё, да, я рассказываю, делюсь, что знаю, что умею и так далее. Что хочу рассказать, какие у меня новости, пока люди подсоединяются, пока люди только начинают смотреть. А новости у меня следующие. То, что во-первых, у меня 3 YouTube-канала. Один по сварке, и все они в разных темах. Другой по сексологии, третий по медитациям. И мне кажется, я один из многих людей, у кого 2 YouTube-канала на монетизации именно. Вот по сварке у меня уже примерно полгода, он приносит примерно по $5 в месяц. И неделю назад я подключил второй YouTube-канал по сексологии также на монетизацию. Теперь я человек, у которого вообще 3 YouTube-канала, а 2 из них на монетизации стоят. В общем, это мелочь, ну, приятно, это сам факт того. Кстати, у меня есть вебинар, который мы записывали с Митей Хэтом, моим знакомым, который YouTube-блогер, у него там 100 тысяч подписчиков. Как начать снимать свои видео в различных сферах. Я там рассказываю свой пример, как я начал снимать видео по сварке, для чего я это делал, как я на этом зарабатываю и так далее. Благодарю всех, кто присоединился к трансляции, всех тех, кто смотрит. Задавайте ваши вопросы, касающиеся сварки и не только, да вообще всего чего угодно. Будем беседовать, будем общаться. В общем, как-то так. Тут неделю назад я примерно составил коммерческое предложение и отправил в 50 примерно фирм, которые занимаются сварочным оборудованием, сварочными материалами, роботами там и так далее. А в чем суть моего там коммерческого предложения было? То, что я им предложил проводить совместные трансляции в Ютубе. Ну, то есть, как я это делал до этого, там с компанией, допустим, Дека, с компанией ТЦТ, Нафрониус, с другими компаниями, там с роботами, с сварочными материалами. Ну, в общем, это же интересно, на самом деле, это живое общение в прямом эфире, когда там 2 человека, я с моим опытом 13-летним по сварке и представитель компании, там директор, маркетолог, технический специалист, да кто угодно, рассказывает про их бренд, про их оборудование. Мне эти эфиры самому нравятся. И, в общем, я вот отправил 50 писем примерно, даже не 50, поменьше, ладно, там 35, наверное, писем, я думаю, может 40 писем. И пока почему-то не получил ни от кого ответа. Отправляла все на общую почту, на инфо, ну, там, допустим, там, info собакасварок.ру там, или info собакафорсаж.ру. Ну, то есть производителям сварочного оборудования, сварочных материалов, сварочной химии, роботов и так далее. Ну, мне как кажется, это вообще крутая штука для них. Это как информирование, это рассказать о их продуктах, рассказать про, не знаю, их особенности компании, про склады, про условия работы, про новости, про выставки, про какие-то новинки. Ну, то есть, с моей точки зрения, у них, ну, просто должно быть миллион плюсов. Ну, почему только пока еще мне никто не ответил по этому поводу, я не понимаю. Мне было бы самому интересно, да я думаю, и вам тоже было бы интересно посмотреть интервью там с какой-нибудь компанией, не знаю, Сварог, там, Гроверс, да вообще поспрашивать, позадавать им вопросы какие-нибудь острые, а какое же оборудование лучше, а какие же новинки, а какие там проблемы бывают и так далее. Ну, как я говорю, почему-то мне пока никто не ответил. Кстати, если кто-то будет смотреть это в записи, либо, да, вообще как-то кто-то случайно это увидит, то предложение в силе, пишите в личку, договоримся, созвонимся, там, обсудим условия и так далее, и проведем этот совместный эфир. Кстати, то же самое для, я не знаю, для крупных, может, видеоблогеров, да не просто крупных видеоблогеров, да кому просто интересно провести совместный эфир со мной по сварке, поговорить на тему сварки, все, что с этим связано, может, про личный путь, про бизнес, который связан со сваркой там и так далее. В общем, вот так вот. Мэнфел. Сергей, когда последний раз зажигали дугу? Наверное, месяца 3-4 назад. Вот так вот. С чем вопрос тут связан? Это хорошо или плохо?
общем, что еще хотел сказать? Спасибо, кстати, большое за комментарий. Пишите также дальше комментарии. Что еще рассказать? Ну, напоминаю, то, что находимся мы в Мексике, мы пока тут путешествуем, через месяц полетим, наверное, в Штаты, не, наверное, уже точно у нас есть виза повторная, до этого мы там жили, я уже скучаю по Штатам, по Лос-Анджелесу, по Тихому океану, по той атмосфере, которая там. Пока мы еще в Мексике тут хотим посетить пирамиды, сеноты. Неделю назад мы ездили в Темаскаль, это индийская баня, где мы там целый час проходили практику духовную, там, не знаю, обряд, процедуру очищения, это было круто. Как изначально я думал, это просто баня какая-то, где индейцы сидят, моются, но оказывается, это не просто баня. В общем, это было очень интересно, такой тяжелый трип. Ну, интересно психологически, было тяжело психологически, физически, там был шаман. В общем, было круто, офигительный опыт. 2 недели назад я ездил на церемонию айваски, тоже очень понравилось, там рапе также была церемония. В общем, кто не знает, тот не знает, а кто знает, тот в теме, что это такое. Ну, круто было, я нисколечки не жалею. Это я так сейчас рассказываю, что я тут делаю, чем я тут занимаюсь и какие у нас тут планы. Как я уже говорил, у нас тут еще посетить пару церемоний, съездить на пирамиды, на Синод, в Канкун съездить. Сами мы живем в Плая-дель-Кармен. Это город на побережье Карибского моря между Тулумом и чем? И Канкуном. Вот так вот. Многие говорят, в Мехико классная погода и советую туда съездить. Это столица Мексики. Ну, пока что-то мы не хотим туда. Не знаю, еще месяц, думаю, тут побудем. Плая-дель-Кармен. В общем, так. Спасибо тем, кто смотрит. Задавайте вопросы, пишите комментарии. Не забывайте. Про что я в самом начале говорил? Я говорил про свои... то, что вот неделю назад я подключил свой второй YouTube-канал по монетизации всего. У меня их 3, как я говорил, на разные темы. У меня YouTube-канал по сварке, вот это вот 5000 человек. У меня второй YouTube-канал по сексологии, по психологии, там, где я веду частные практики с клиентами. В основном я работаю со СТОСом, это синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи. Когда во время полового акта, либо перед половым актом эрекции нет, либо она очень слабая, и что же это делать? Проблема у нас психологическая, не физическая, и мы решаем с клиентами эту проблему и делаем так, чтобы эрекция была окей. У меня есть сайт свой, stosn24.ru, там куча отзывов, там вся моя методика расписана, методы лечения, как я работаю, что использую, какие техники, трансовые, медитативные, психологические и так далее, ДПДГ там. В общем, все это можно посмотреть на сайте stosn24.ru. Ну и третий мой YouTube-канал – это по медитации. Так как я являюсь преподавателем медитации Mindfulness, и в Красноярске выступал на телевидении в 3 различных телеканалах, проводил практики офлайн, онлайн, ну и все. Сам медитирую более, уже как, наверное, 3 года, и прекрасно понимаю цель и пользу от этого, и это круто, это меняет жизнь. Медитация мне очень сильно в жизни помогает. Я вообще не понимаю, почему люди не медитируют. Это просто бесплатный, эффективный способ от многого чего избавиться и многое чего люди хотят приобрести. В общем, так. Ладно, про это все хватит, давайте вернемся к сварке. Ну что у нас, какие новости по сварке-то? Какая движуха по сварке? Кто что знает. То, что сейчас все готовятся к выставкам, к Велдекс. Многие компании, стенд, застройка, реклама, привлекают блогеров, организовывают бизнес-процессы, какие-то мероприятия организовывают, семинары, подбирают людей там и так далее. Пока большинство сварочных компаний, кто связан со сваркой, готовятся именно к осенней выставке, к Велдексу и к Русвелду. Это все, что касается сварки. По новинкам, да, вроде бы пока ничего не выходило, ничего такого крутого из оборудования в последнее время. Даже нечего-то путем рассказать. Цены вроде бы остались прежние, не стали ползти вверх, когда у нас курс доллара и рубля, привязка, когда там было 105 доллар стоил. В общем, цены, конечно, сейчас скачут, но вроде бы остановились. И было бы классно, если бы они снизились, но, скорее всего, такого не будет. Как показывает практика, как показывает бизнес-тенденции и так далее, цены уже не будут прежние такие, как были раньше. Я вообще вспоминаю те времена, когда
200-амперный аргонно-дуговой аппарат китайского бренда, там неважно какой бренд, хороший, плохой, стоил порядка там 20 тысяч, 26, 28 тысяч рублей АСДС. Вот вы сейчас можете себе это представить? 200-амперный АСДС, аргонно-дуговой аппарат, переменка-постоянка, стоил 26-28 тысяч рублей. Вот я себе сейчас этого не могу представить. Сейчас уже ценник примерно 80, 100, иногда и больше. А вот когда-то были такие цены. Опять же, это было не когда-то там давно в СССР, когда я там еще не родился. Нет, это было все на моей памяти. Это когда я работал в сварке. Это не так давно. Это офигеть. Прошло всего немножко времени, а ценники подскочили в 3-4 раза на сварочное оборудование. Да то же самое по сварочным материалам, да и на все остальное вообще, все, что нас касается в жизни, любые сферы. Спасибо большое за лайки, то, что ставите. Напоминаю, пишите вопросы, запись чата останется, также пишите комментарии. Комментарии я отвечаю, как сказать, и в прямом эфире, и после записи, кто это будет смотреть в записи, данную трансляцию. Что еще хотел сказать? То, что все-таки не оставляю надежды, то, что эти сварочные компании мне ответят на мои письма, и проведу я с ними несколько совместных трансляций, мне самому это интересно в Ютубе. Пусть они расскажут про свои бренды, про оборудование, про все что угодно. Что еще? Тут недавно записывал видеоуроки для одной крупной сварочной компании по обучению менеджеров, потому что, как показывает практика, хорошие специалисты, хорошие продажники, менеджеры, они, как сказать, они работают 3-4 года, а потом открывают либо свой бизнес, либо уходят в какие-то другие сферы, либо у них пожелания по зарплате и по, там, не знаю, по премиям очень-очень большие. И часто так бывает, то, что сварочные компании нанимают либо студентов, либо низкопрофильных специалистов, либо тех, кто раньше не был связан как-то со сваркой вообще. Там, не знаю, продавец, там, раньше там парень продавал пиво, колбасу, либо там только окончил какое-то учебное заведение, там, техникум, институт или все что угодно, и устроился в сварочную компанию, ему нужно заниматься продажами сварки, сварочного оборудования, сварочных масок, сварочных материалов, и, естественно, у него нет ни опыта, ни навыка. И вот я записывал видеоуроки для одной большой, как я говорю, такой, в России одна из там самых крупных компаний по сварке, по продажам сварочного оборудования, сварочных материалов, видеоуроки. Я туда упаковывал свои знания, свой опыт. Там была презентация около часа. Все подробно, что такое там процесс, такой-то сварка. Там именно по пунктам, допустим, там, как сказать, разделы такие часовые, там полуавтоматическая сварка. И целый час все про полуавтоматическую сварку. Про виды оборудования, какие они бывают, что это за технологический процесс, плюсы, минусы, какая сварочная проволока используется, какие там расходные материалы для полуавтоматической сварки, где она применяется. То есть вообще основы основ, вот именно теория, все. Это вот как раз для тех менеджеров, кто только пришел там с какой-то другой сферы. И, в общем, вот записываю такие видеоуроки для этой компании. Что еще? Также, чем я еще занимаюсь? Так как у меня есть психологическое образование, это Московский институт психоанализа, так как Национальная академия дополнительного профессионального образования также проходил кучу всяких тренингов, там НЛП по продажам и так далее, работаю еще с сварочными компаниями и записываю для них либо видеоролики, либо какие-то, как сказать, онлайн в Zoom. Вопрос видел. Ролан Агарков, чуть позже сейчас отвечу. Вот записываю для них различные, как сказать, вот либо видеоуроки, либо, опять же, онлайн в Zoom мы с ними общаемся. Рассказываю, как повысить эффективность продаж, различные NLP-приемы, психологические приемы, как выходить на ЛПР, как работать с холодными звонками, как вести себя уверенно, потому что продажи – это манипуляция. И очень много зависит от состояния самого продажника. И как компаниям, которые занимаются продажей сварочного оборудования, сварочных материалов и так далее, повысить свою
рентабельность, маржу, для того, чтобы менеджеры как можно больше продавали, для того, чтобы они не стеснялись, не боялись, чтобы у них не было комплексов, страхов и так далее. И как вести диалог, как вести, как вообще настраивать контакт с клиентом, либо с клиентами, как там проводить обучение. И вот все-все-все, вот психология, НЛП, вот я это все упаковываю и делюсь опытом, знанием, рассказываю и повышаю эффективность именно продажников, чтобы они тупо не боялись, чтобы они знать, естественно, технические моменты в сварке, это само собой, и этим я занимаюсь, это я записываю видеоуроки для них. А вот именно психологические барьеры, психологические приемы, вот в этом я им помогаю. Работаю, опять же, с различными сварочными компаниями. Так, теперь отвечаю на вопрос. Ролан Агарков. Сергей, привет. Ты сейчас где? Я сейчас нахожусь в Мексике, город Плая-дель-Кармен. Он находится на берегу Карибского моря между Канкуном и Тулумом. Это такой туристический город. Мы тут примерно еще, наверное, месяц, а после этого летим в Штаты. Как я говорил, у нас уже повторная виза. Мы до этого жили в Штатах, в Лос-Анджелесе и в Нью-Йорке. Вот сейчас, через месяц мы полетим в Лос-Анджелес жить. Думаю, полгода там поживем. В общем, вот такая вот история. В Мексике еще хотим посетить там пару достопримечательностей. У нас есть свои планы, которые хотим завершить, и потом полетим. Так, вижу вопрос от Ролана Агаркова. Посоветуй, пожалуйста, о полуавтомате с пульсом для сварки нержавейки и алюминия. Что скажешь о чеборе? Да что, чебор отличный вариант. Если есть деньги на чебору, то смело бери и, опять же, там с пульсовым режимом, с двойным импульсным режимом, тут понятное дело. Опять же, алюминий и нержавейку можно на самом деле сваривать и на полуавтомате, где есть энергетика, где нет импульсного режима. Но тут все зависит от качества шва, от внешнего вида, от эстетики. Вообще, если говорить про историю создания, почему и кто придумал импульсный режим в сварочном оборудовании. Ну, то есть, если мы вспоминаем историю, вообще разбираем этот факт. Раньше у нас было сварочное оборудование даже лет 15, 20 назад, когда не было различных там импульсных режимов и так далее. А просто люди сваривали полуавтоматом и алюминий, и нержавейку, и все что угодно. Импульсный режим придумали для сварки алюминия, чтобы избежать брызг, чтобы было минимальное разбрызгивание, чтобы повысить качество шва и чтобы была хорошая эстетика шва, чтобы швы были красивые, такие же, как в аргонно-дуговой сварке. И вот сейчас надо, как сказать, это продублировать, чтобы у всех зафиксировать. Импульсный режим придумали для сварки алюминия, а потом его начали применять в сварке нержавейки, потому что шов гораздо красивее, качественнее становится, можно сваривать более тонкие металлы, то есть нашли уже применение. До этого же как-то люди жили и сваривали на простом, как сказать, линейном режиме. Если есть деньги на чебуру, без проблем покупай чебуру и сваривай нержавейку, алюминий в импульсном режиме. Будет только вот так вот. Чебура хороший бренд, хорошее оборудование, цены у них вменяемые, поддержка хорошая, много инструкций, ну вообще в интернете по настройке этого оборудования, много положительных отзывов. У меня у знакомых много кто купил чебуру, сваривает, и все довольны и так далее. Опять же, есть деньги на чебуру, покупай чебуру, классное оборудование. Вот так вот скажу. У них сервисные центры, проблем с запчастями нету, оборудование поставляют в Россию, там проблем никаких, санкций нету там и так далее. Все классно, все здорово. Вот, в общем, вот так вот. Это все, что касается чебора и все, что касается сварки полуавтомата. Что еще рассказать? Так, Раван пишет еще один вопрос. Раван Агарков. А из китайских полуавтоматов? Тут на любой цвет и вкус. Опять же, сейчас импульсный режим есть практически на всех там китайских полуавтоматах. Хугонг, Фоксвелд, Сварог, Аврора, более дешевые Солярисы различные, там, я не знаю, Мигмиты. Да дофига оборудования, где есть импульсный режим, и примерно все одно и то же. Там нет такого, что вот этот вот китайский полуавтомат с импульсным режимом бомба, а остальные все нет. Плюс-минус китайцы все одинаковые по полуавтомату. Если есть импульсный режим, если есть двойной импульс, бинго, надо брать, ну как сказать, опять же, что доступно по цене, какой ближайший магазин есть, где можно потрогать, пощупать, поварить, посваривать, у кого есть демонстрационный зал, где ближайший сервисный центр, где ты находишься, где есть нормальная поддержка, вменяемые менеджеры.
где кто тебе подскажет, поможет там и так далее, с этими настройками этого полуавтомата. То есть тут такой разговор, он большой, объемный, и плюс-минус из китайских брендов все примерно одно и то же. Там нет чего-то такого, что очень-очень плохо. Ну, понятное дело, опять же, там за 16 тысяч рублей китайский полуавтомат с Алиэкспресс с двойным импульсом. Не стоит от него ждать чудес и фантастических там каких-то настроек, функций, регулировок и так далее. Тут, опять же, нужно трезво оценивать, понимать, что там, за 16 тысяч рублей, за 20 тысяч рублей или там полуавтомат на 120 ампер с импульсным режимом, ну, то есть нахер он такой нужен. Ну, вот это так, грубо говоря, уже говорю. В общем, как-то так. Купил, так, еще один комментарий. Купил Викинг Pro 200. Все режимы есть и настройки. Варил 2 часа, жует проволоку. Не варит, рывки и так далее. Вот по поводу таких викингов, эддонов и тому подобного. Это самый Ресанта. Это самый-самый дешевый сегмент из китайских брендов, из китайского оборудования. То есть у нас есть бренды. Это, как я говорю, Hogong, Foxwell, Grovers, там, Migmit, Aurora, Сварог, там, куча Тритон, там еще какие-нибудь бренды китайские. Это именно бренды, вот такое серьезное оборудование. А есть куча ширпотреба. И вот сейчас, даже если я зайду на все инструменты, либо на Тиберис, на какой-нибудь сайт, введу там, или, не знаю, на Алиэкспресс, введу там, по параметрам 200-амперный полуавтомат с импульсным режимом, и там появится 20-30 брендов, которые я вообще не знаю, что это такое. Это бренды однодневки, бренды, которые сегодня есть, завтра нет, которые там ну просто супер урезанные характеристики и ценники там 16, 25, 30, там я не знаю, тысяч рублей. И вот от этих вот аппаратов, ну честно, ну не стоит ждать там что-то там такого эффекта вау. Ну не бывает дешевое, хорошее. У них, как сказать, свой рынок сбыта, свои покупатели там и так далее, свои задачи. По викингам, ну, вот, опять же, у меня много знакомых, кто сваривал этими викингами, кто купил себе этот дешевый аппарат, ну, честно, мало чего хорошего про них говорят. Как, опять же, вот мое мнение, более-менее нормальный из дешевого сегмента, это вот Солярисы еще, вот там более-менее что-то там выдают более-менее хорошую сварку еще. А остальные, ну, вот как-то так. Вот говорю, опять же, что знаю, что думаю. Спасибо большое за вопросы. Пишите комментарии. Чем я еще занимался по сварке? И чем я там, сейчас занимаюсь? Ну, сейчас уже, наверное, мало занимаюсь. Наверное, последний раз этим занимался, мне кажется, 3 месяца назад. Ну, во-первых, я сейчас не работаю ни в какой компании, уже давно со сваркой никак не связан, только так на аутсорсе, там, вот, как я говорил, уже провожу обучение в Ютубе, либо онлайн, обучение по продажам, записываю видеоуроки. Вот недавно, как я говорил, там неделю назад отправил там, 50, там, 40 писем в различные сварочные компании, чтобы YouTube-трансляции совместные провести. А до этого я еще очень большое время занимался именно продвижением различных брендов на рынке по сварочному оборудованию. То есть это сайт, инструкции, различные статьи, это оформление, это написание нормального материала, создание нормальных сайтов, описаний, перевод, потому что, как часто бывает, либо там с Китая что-нибудь приходит, где там нет русского языка, и все вообще непонятно, что написано про сварочный материал, про сварочное оборудование. И я это довожу до ума, что это такое, расписываю, там по полочкам все расставляю, создаю инструкции, пишу, как сказать, не пишу, там оформляю сайт, чтобы более-менее прилично было понятно вообще. Либо то же самое про европейское оборудование, этим занимался. Продвигал различные бренды и много сварочных брендов в России, не только по оборудованию, по сварочным материалам, по сварочным маскам, по тренажерам, по химии. Я много прилагал усилий по развитию этих брендов. Это как SEO такое, SEO-продвижение там со всех сторон. Это я работа там с блогерами, с сайтами, с рекламой, с маркетплейсами, с описаниями, с инструкциями, с текстами, с там всем подобным. Вот этим раньше я занимался. И, как я повторюсь,
Возможно, невозможно, а вы наверняка знаете много брендов в России, опять же, где-то там конфиденциальность я сохраняю, то, что там подписывал договора. Ну, я приложил свои усилия к многим брендам в России по популяризацию, по продвижению и так далее. И многие эти бренды вы знаете, которые раньше никто не знал, а потом они стали очень хорошо продаваться, и о них стали говорить, их стали покупать, и началась какая-то движуха среди блогеров, и не только. Вот я приложил конкретно свои усилия к этому. Этим раньше я занимался. Следующий вопрос от Равана. Но цены у Чеборы ого-го. Прокачать, ребята. Цены у Чеборы нормальные, адекватные. Тут же опять мы прекрасно понимаем, это европейское оборудование. Нет такого понятия цена высокая. Есть такое понятие нет денег на сварочное оборудование. Вот тут есть такое понятие. Это как, там, не знаю, автомобиль Audi, автомобиль Mercedes. Цена у него невысокая, цена у него адекватная за те технические характеристики, которые у них есть, за тот комфорт, за те условия и так далее. Не бывает у нас Audi Q8 по цене Лады Гранты, там, механики, как бы это фантастика, и цена у них вполне вменяемая. И есть бренды, которые стоят в 2, в 3 раза дороже, чем Чебора. По отношению цена-качество Чебора – это классный европейский бренд, и опять же вы платите за качество, вы платите за технологии, вы платите за те функции, которые там есть. Ну, то есть тут, как сказать, вот так вот нужно говорить. Это правильно, как на мой взгляд, было бы так все-таки говорить. Дальше. Сергей, скажи, а можно к тебе обратиться по продвижению своего бизнеса сварочного цеха и сколько это стоит? Роман, да без проблем, пиши, там, не знаю, в WhatsApp, в Телеграме, все контакты у меня есть, там, в моей группе ВКонтакте, тут во всех ссылках есть. Пиши личное сообщение, давай обсудим, что ты хочешь, что я могу предложить, как я могу тебе помочь, там, обсудим, без проблем вообще. Я только за. Я за любую сварочную движуху. Мне это все интересно. После трансляции напиши тогда там в любом мессенджере, в телеге, ВКонтакте, не знаю, в WhatsApp, там все что угодно. Обсудим и договоримся. Вот, да-да, Текман брал тебя на выставке, спасибо. Тебе большое спасибо. Текман – это не единственный бренд, к которому я прилагал усилия по продвижению. Их на самом деле очень много, и сварочных материалов, и сварочного оборудования, и сварочных тренажеров, и сварочной химии. И опять же, о многом я просто не могу говорить из-за конфиденциальности, из-за тех договоров, которые я подписывал, и с теми ребятами, с которыми я работал. Это куча и китайского оборудования различных брендов, это куча европейского оборудования, и американского оборудования, и российского в том числе. Ну, в общем, Текман крутой бренд, Текман мне нравился. Мне нравилось заниматься Текман, потому что Текман, соотношение цена-качество, это реально, это крутые сварочные маски. И тут, ну тут, как сказать, тут не нужно придумывать велосипед, тут не нужно их хвалить, тут стоит только купить сварочную маску и начать в ней варить. И да, там есть дешевые сегменты в Китае, да, есть там дорогие сварочные маски, Aptreo, Speedglass, там, Otos, Balder и так далее, 3M. То есть, естественно, и они тоже классные, эти сварочные маски, но Текман – это середина золотая, когда соотношение именно цена и качество. Ну, сами по себе классные сварочные маски. У меня у самого Текман. Вот как-то так. Но когда я попробовал Uptrail, Панорама, блин, сейчас вылетело из головы, Панорама 2.0 или… Uptrail Crystal 2.0. Вот это вот такая вот штука. И маска Uptrail за, сколько там, по-моему, 35 или 40 в то время стоила. Короче, она стоила своих денег. Это крутая маска. И опять же, никто не говорит, что Текман там впереди планеты всей и самое лучшее качество там, и так далее. У каждого бренда, у каждой модели есть свои плюсы и минусы. Есть свой покупатель, есть свой потребитель там, и все тому подобное. Ну, Uptrail 2.0 мне очень сильно понравился. Crystal 2.0, вот так. Спасибо большое за комментарии, спасибо большое за лайки. Мы с вами уже 30 минут примерно. Примерно что? Примерно что? Что-то я уже забыл, что хотел сказать. Ладно. Погода у нас тут сейчас плюс 34 градуса, жара. Сегодня хоть немножко тучки появились, хоть более-менее жить стало спокойно. Так, тут какая-то реклама выскочила, надо пропустить ее. Реклама пропущена.
Раван, извини то, что, возможно, неправильно говорю, Раван Агарков. Благодарю тебя, Текманом пользуюсь, все. Да, да, Текман крутая маска, опять же, это крутой бренд, крутой производитель, и Текман, соотношение цена и качество. В России он все больше и больше продается. Когда я уходил из компании Rutector, в общем, не буду опять же говорить, сколько мы заказывали в Китае, на какие миллионы, на сколько миллионов долларов этой продукции. Опять же, Текман продает же в Россию не только под собственным брендом Текман, то есть сварочные маски Текман и светофильтр Текман, а еще и под другими брендами. Это тоже большой-большой рынок. Не только под другими брендами, а еще и где другие светофильтры. Ну, точно, не другие светофильтры, а где именно только светофильтр Текман. А еще есть маски, где есть щиток, есть светофильтр. Там, ну ладно, это все Текман. Текман впереди планеты всей, мировая компания, продают по всему миру, качество офигительно, технологии классные, молодцы ребята. Опять же, все, что у них есть на сайте, это не вся номенклатура, не все позиции. Естественно, как любой китайский сайт, у них, как сказать, у них много чего есть, они много что производят, все там запрашивать нужно просто на самом заводе. Я тебя помню по Москве, сигарета и кофе, как круто ты изменился. О, спасибо большое, Роман. Да, было время, когда я работал в сварке, я 13 лет этому уделил, и это большой опыт. Но со временем сварка мне... Я вообще там... Раньше я был простым сварщиком, работал на северах, на вахтах, потом пошел в продажу, переехал в Москву, потом начал заниматься там руководящей должности в разных компаниях, и сварка все больше и больше стала мне, ну как сказать, не приносить удовольствия. Я понимал то, что я занимаюсь тем не совсем, чем мне нравится. Я начал больше заниматься саморазвитием, самопознанием. Я закончил Московский институт психоанализа, также дополнительная Национальная академия дополнительного образования. Начал вести практику с клиентами по СТОС, синдром тревожного ожидания, сексуальной неудачи. По психологии начал много работать. Сам много чего в себе там прошил, изменил, избавился от многого чего. Потом мы уезжали жить в Штаты. Потом я учился на преподавателя медитации. И до сих пор, вот сейчас учусь, скоро уже наконец-то получу там сертификат. Выступал в Красноярске на телевидении, на 3 различных телеканалах рассказывал про медитацию. Там собирал группы офлайн, онлайн в Красноярске по медитациям. Сам медитирую там больше 3 лет. В общем, сейчас мне больше вот это вот интересно. Весь свой жизненный опыт, сварка, сексология, психология, медитация. Сейчас вообще работаю как также своими клиентами, как наставник, то есть я их там довожу до их целей, до их результатов, того, чего они хотят в плане психологии, в плане денег, в плане отношений. То есть вот свой весь жизненный опыт, который у меня есть, и благодаря тем трансформациям, которым я прошел, теперь помогаю людям реализовать там их мечты, их цели и так далее. Работаю с ними как наставник, подсвечиваю там сильные стороны. Тут не нужно придумывать велосипед, есть стратегии, есть системы, как достичь того, чего вы хотите. Там у каждого это свои хотелки. Кто-то хочет, там, не знаю, если раньше он получал 30 тысяч рублей, хочет получать 100 тысяч рублей там, или миллион рублей. Кто-то хочет разобраться с отношениями, найти свою вторую половину. Кто-то хочет избавиться от каких-то страхов, комплексов. Кто-то хочет проявленности. То есть как-то реализоваться в социальных сетях, там, начать вести Телеграм, начать вообще снимать видео, начать там, не знаю, вести там Инстаграм. И в этом тоже, опять же, я помогаю, как я и говорил. Ну, то есть весь свой багаж знаний я вот теперь такую психологическую работу в плане наставника. Работаем с клиентами. Работаем мы 2 месяца, срок у меня, работаем мы 8 сессий, каждую неделю встречаемся по разу. Стоимость там, моего наставничества, грубо говоря, с клиентами, с которыми я работаю, 60 тысяч рублей за 2 месяца. Я думаю, на самом деле, это очень-очень маленькая цена пока работаю по этой цене, потом думаю раза в 2, наверное, увеличить, потому что те знания, те методики, те упражнения, те практики, которые я даю, они гораздо больше стоят. Тот опыт, который у меня есть, и те результаты, которые получают клиенты, которые приходят в наставничество, они оценивают это гораздо-гораздо больше. В общем, вот так вот. Что еще рассказать? Ладно, давайте вернемся к сварке, так как эфир у нас тут про сварку.
По сварке. Наконец-то на этой неделе пойду я в мексиканский магазин и запишу видео про ИСАК, про Линкольн, про те сварочные материалы, сварочное оборудование, которое они тут продают, про цены расскажу, про сварочные маски, которые я там видел. Ну так, сделаю, не знаю, там, видео на своем канале выложу, там, 5-минутный обзор мексиканского сварочного магазина. Мне же это все равно интересно, все равно прикольно, этот багаж знаний, что они тут продают, какое оборудование, какие тут цены, какие тут технологии, что за магазинчик. Конечно, на испанском с ними общаться не буду, по-испански я пока выучил только несколько слов. Это «ола», ну это «холо», это там «здравствуйте», «привет», это «грасис», это там «спасибо» там и так далее. Ну и несколько матерных слов выучил, не буду их говорить в эфире. Вообще это подстава в Мексике. Мы, когда жили в Америке, естественно, общались по-английски. Когда жили на Бали полгода, естественно, общались по-английски. Ну, то есть, как сказать, более-менее знаем язык. Но когда мы приехали в Мексику, тут все говорят на испанском. А я на испанском вообще, ну, что за язык, какие слова, как говорить. И тут очень мало кто знает английский язык. И я там иногда, мне элементарно сложно, тяжело купить кофе, купить там в магазине какие-нибудь продукты, я им говорю, что по-английски, они меня не понимают, приходится в переводчик вбивать на испанском, там им показываю, там я хочу то-то, то-то. Ну, в общем, короче, испанский язык, кто же знал то, что судьба так и, там, не знаю, ситуация так окажется, то, что надо учить испанский язык, чтобы тут в Мексике жить. Как я думал, ну как, у них тут граница со Штатами, я думаю, у них тут каждый второй знает английский как свой родной. Нифига подобного, английский тут вообще никто не знает. Тут редкость, кто когда-нибудь что-нибудь скажет по-английски. Тут все только на испанском. Так как Мексика – это бывшая колония Испании, ну ладно, там это уже история Мексики. Это уже другое. В общем, я удивился по этому поводу. Так, у меня вода закончилась. Тут, блин, жарко. Ладно. Так, давайте вернемся к сварке опять. Если я куда-то ухожу, там, в свои какие-то дебри и что-то начинаю рассказывать, вы меня, как сказать, отдергиваете и пишите мне какие-нибудь комментарии и возвращайте меня снова в сварку. Так как эфир мы ведем на YouTube-канале по сварке, и тут говорим про сварку. Хотя и не только, вообще говорим обо всем. Что еще вам тут рассказать про Мексику? Ну что, интересно что-нибудь про Мексику, про бензин, про интернет, про воду, про электричество? Могу рассказать пару интересных историй. Если интересно, то напишите. Или вы про сварку говорите. Ладно, решайте сами. Спасибо большое, что смотрите. Спасибо большое, что комментарии. Кстати, у меня же есть донаты. Можете ставить донаты, оставлять, пересылать. Мне в прошлый раз, ну то есть, короче, там реквизиты к этому эфиру прикреплены мои карты Сбербанка и мой номер телефона, можно там отправить любой донат. На прошлой трансляции мне Александр Селлер перевел донат 5000 рублей. Вот это вот молодец. И кто-то до этого еще 500 рублей переводил донат. В общем, донаты это круто. Они мотивируют также выходить в эфир, делиться опытом, знаниями, рассказывать истории. Теперь вижу чей-то комментарий. Вика Кабанова. Привет, Сергей, привет. Спасибо за твои эфиры. Всегда с удовольствием смотрю в записи, получаю много полезной инфы и показываю коллегам. Сейчас будильник поставила, чтобы не пропустить эфир и поблагодарить. Вика, спасибо большое тебе. Вот. Респект. Спасибо большое. Так, ну не знаю, говорить, не говорить, Вика, с какой компании, или, наверное, все-таки оставим. Если ты сама напишешь, то я протранслирую, как сказать, скажу, из какой ты компании, и чем ты занимаешься, и где работаешь. Если нет, то тогда лучше не буду, как хочешь. В общем, вот так вот. Так, а что я там говорил, то, что на этой неделе-то все-таки пойду сниму этот видеообзор про эти сварочные материалы, про свой этот сварочный магазин, который тут возле дома. От дома-то всего лишь там 10 минут находится. Там еще Линда Газ, там они еще газ продают. Меня уже знают. Да, многие тебя уже знают, в самом деле. Вика из компании Дека. Дека – это производитель сварочных материалов, это крутой производитель сварочных материалов, опять же, соотношение цена и качество. Дека сейчас набирает обороты, у них завод в Санкт-Петербурге по производству полированной проволоки. У них есть обедненка, что у них там, флюс, я не помню, уже вышел или не вышел, вы все хотели там флюсом заниматься, электрод, да у них вообще большой-большой ассортимент и так далее. Дека мне нравится компания, молодцы.
продают по всей России, работают через дилеров, цены хорошие, качество классное, поддержка ого-го, постоянно участвуют в выставках, ну и все. Пока больше не буду. Остальное все расскажу, если, Вик, еще раз проведем с тобой эфир. Сам сталкивался с декой, дека мне понравилась. Дека я работал с сварочными материалами. Ролан Агарков пишет, да-да, это, наверное, про Мексику, про 4 пункта. Ну, давайте 4 вот пункта, которые расскажу. Первое, бензин, цены. В России бензин стоит 53 рубля. 52 рубля, вот когда я улетал из Красноярска. В Мексике бензин стоит 153 рубля. Когда заправлял машину, 153 рубля. То есть в 3 раза дороже бензин. Это первый пункт. Спасибо. Второй пункт. По поводу киловаттов, по поводу электричества. Все-таки опять же хочу сказать. В России, вот я в Красноярске платил 2,67 за 1 киловатт. Ну, то есть, как сказать, если вот мы с женой живем, там, не знаю, и в месяц у нас выходило там за однокомнатную или за двухкомнатную квартиру, 500 рублей, 800 рублей за электричество. Ну, то есть, как бы для нас это копейки. Тут, если переводить на рубли, то примерно 18 рублей за киловатт. И тут электричество. И то, что такая постоянно дикая жара, кондеры работают, тут электричество – это большое-большое вообще дорогое удовольствие, так скажем. Я никогда в жизни не думал, что электричество может стоить так дорого, и то, что я буду считать там и, не знаю, экономить на электричестве там кое-где. Короче, вот если в России там киловатт стоит там 2,67, 3, в зависимости от региона, опять же, то тут 18 рублей за киловатт. Третий пункт – интернет. После Бали я в России провел 500 мегабит, потому что я хотел хорошего себе интернета, за 550 рублей в месяц. Тут 100 мегабит, официально 30 мегабит, 100 мегабит изначально, а если спид-тест проводить, то 30 мегабит. Примерно 6 тысяч рублей в месяц. Вот такой вот разброс цен. И по поводу воды. Вода тут не холодная, не горячая, она тут всего бежит одна из-под крана. И качество этой воды это просто, как сказать, даже готовить нельзя в этой воде, которая бежит вода из-под крана. Потому что, это там дикая химия, от нее воняет, пузырится. Это вот мы пьем кофе, мы готовим только в воде, которую покупаем в супермаркете. То есть качество воды, как сказать, я когда жил в Красноярске, там, не знаю, в Москве, то есть ты привык в России, подошел к крану, налил холодной воды, выпил. Все, нормально, все окей, ты не боишься за свое здоровье, и вода бежит хорошая. Опять же, есть регион, там, где более-менее плохая вода, где хорошая, все-таки мы привыкли, то, что вода из-под крана бежит чистая, питьевая, ее можно пить там и готовить на ней, с этим нет проблем. Но тут это та вода, которая бежит из-под крана, мне кажется, помереть можно. Если выпьешь такой вот воды из-под крана, то и сразу же откинешься. В общем, вот такие вот нюансы. И что не говори, в России, как сказать, чем больше путешествую по миру, тем больше я понимаю то, что в России куча всего классного, крутого и интересного, и сделано для людей и так далее. И в России классно жить, в России хорошо жить. Скучаю иногда, если честно, вот сейчас не по Красноярску, по Москве скучаю, по хорошему сервису, по хорошим услугам, по чистому городу. Да вообще по Москве скучаю, крутой город. По Красноярску скучаю с точки зрения природы. Нам нравился там Академ, Студгородок, наш лес, наш там, не знаю, красивый берег, где я там медитации проводил онлайн и офлайн, там, где мы раньше жили. А больше скучаю по Москве. Москва, мне кажется, самый крутой город для жизни вообще в мире. Опять же, где я был, и много мы жили и в Штатах, и на Бали, и в других странах, и много где путешествовали. Москва самый крутой город для жизни. Питер, ненавижу Питер. Вот ты правильно, Вик, написала, а Питер. Питер, мы когда жили там с женой, нам очень сильно не понравился. Во-первых, дурацкая погода. Во-вторых, как ни крути, Питер по отношению с Москвой – это деревня. Это вот, как будто бы Питер остался в 90-х где-то. Вот инфраструктура, условия, услуги, да все что угодно. Дороги, парки, там, развлечения, да вообще все. Для меня Питер – это деревня, которая с 90-х годов. И еще и погода дурацкая, постоянно дожди, постоянно ветер. Вот, вообще, вот Питер никак нам не зашел. Ни метро. Мое мнение, до этого мы когда раньше приезжали постоянно в Питер, отдыхать там, не знаю, на различные мероприятия, к друзьям, на машине, когда ездили раньше с Москвы в Питер, там, не знаю. Нам нравится отдыхать классно в Питере, да, там погулять, походить, там, не знаю, потусоваться, хоть на экскурсию сходить, это классно, здорово. Но жить в Питере не ногой вообще, вот, честно. Больше в Питер жить, мы там пожили, когда я работал в Golden Bridge некоторое время, потом на удаленку переехал на Бали, не.
В Питере вообще никак. У меня только негатив остался от Питера. Мне Санкт-Петербург не понравился. Вот так вот. Ну что, опять, наверное, я куда-то далеко ушел, далеко начал там рассказывать про Питер, про Москву, про мир, про где хорошо, где плохо. Вернемся к сварке. Что у нас там по сварке? Что интересного? Тут недавно видел сторис у ТСС. ТСС компания в Москве, которая занимается, которая официальным представителем Хубонга в России. У них двухпостовые сварочные агрегаты. Вот они их, по-моему, тестировали, либо продавали, не помню. То, что они их завезли, и то, что они их молодцы, потому что двухпостовые сварочные агрегаты, которые нужны для северов, для строек и так далее, для «Газпрома», для Роснефти, для различных нефтегазовых отраслей, для строительных компаний, потому что в России сейчас с этим на самом деле дефицит. Что у нас там? Дэния раньше была, Шиндаева раньше была, Япония, Миллер был, Америка, Линкольн был, Америка. Ну, то есть можно, да, купить, но сейчас стоит это просто космических там денег. Там российские агрегаты, АДД, по-моему, ну это вообще там Урал, Термосвар, тоже я бы его не рассматривал. ТСС молодцы, привезли двухпостовые 500-амперные сварочные агрегаты именно. По-моему, у них даже там сертификаты НАКС, Газпрома, реестр в НИИ, не помню, как он правильно, Трансгазсервис, что-то ладно, вылетело из головы. Ну, в общем, молодцы ребята, ниша хорошая. Спасибо за мнение, но я, конечно, не согласен. Как сказать? Это то же самое, как, не знаю, опять же, у каждого города есть свое мнение. Вот где мы, допустим, сейчас живем, Плая-дель-Кармен, на берегу Карибского моря, перед тем, как сюда ехать, нам знакомые говорили, это идеальный город, он крутой, он классный, тут все здорово, все хорошо, это вообще самый классный город в Мексике. Мы сюда приехали, нам не нравится этот город. Мы тут по различным причинам, почему мы тут месяц, потому что тут есть различные достопримечательности, поэтому мы тут хотим остаться. То есть для нас он не зашел, он грязный, ходить некуда, какой-то туристический, ну, нам он никак не заходит. То же самое про Лос-Анджелес. Там, не знаю, те знакомые, или кто раньше жил, или кто там путешествовал по Америке, когда это 50% людей, кто приезжает в Лос-Анджелес, рассказывают, как, там одни бомжи, там какая-то везде наркомания, везде какой-то криминал, везде эти палатки с бомжами, город грязный, жуткий, там, как в нем жить, это просто самый худший город там на земле Лос-Анджелес. Мы совершенно, вот мы с женой когда там жили, совершенно у нас другое мнение. Мы жили в классном районе, у нас совершенно другая атмосфера. Мы были в различных районах и путешествовали там по всему Лос-Анджелесу. То есть мы любим этот город, нам он нравится. Это вот там, не знаю, взять 10 человек, и 5 человек скажут, что Лос-Анджелес это просто дыра, не едьте туда. А 5 человек любят Лос-Анджелес, им нравится. И то же самое про Питер, опять же. Там, не знаю, взять 10 человек, и 5 человек скажут, да классный город, офигительный город, культурная столица, Питер вообще там лучше всех, впереди планеты всей. А 5 человек скажут, хрень полная. И вот из этих 5 человек это буду я, кто скажет, что в Питер не ногой. Единственное, в Питере, что мне нравилось, это эти булочные, не пышечные, а именно булочные, которые сеть по всему городу на F. Вольганг. Я не помню, сейчас вылетело из головы. И вот там вкусные пироженки, вот там вот они вкуснейшие, они, вот по пироженкам, по тем я скучаю, по этой сети кондитерской. Там вкусный хлеб, вкусные пироженки и так далее. Нравилось туда заходить и их покупать. Запрещенку. Наша семья это называет запрещенка. Вольчика, да, вот, медовик там, Вольчика, как же там, безе, крутые, вот, лучше не напоминай. Опять мне кажется, сейчас слюнки потекли. Вот если в Питер поеду, то только ради этих кондитерских зайду, кофеек там себе возьму, пироженку возьму. Там, раз в недельку можно запрещенки поесть, и запрещенки возьму. На чей сварочный маркетинг в РФ обратить внимание? Вопрос. На чей сварочный маркетинг в РФ обратить внимание и поучиться? На чей? Хороший вопрос. Как мне кажется, где я вижу крутой маркетинг, это ТЦ Тена, технологический центр Тена Фрониус, которые сейчас занимаются там различным оборудованием, и они бывшие дилеры Фрониус, но сейчас Фрониус, потому что у них
европейская школа, вот именно европейская школа маркетинга, она очень сильная. Те же ребята в ESAB, там сидят не дураки, и маркетинг из ESAB – это маркетинг из Америки. И в Америке самый крутой маркетинг, как бы мы это ни говорили, самые лучшие маркетологи, самые лучшие технологии – это вот именно американские. Потом уже они там в Россию приходят через 3, через 5, через 10 лет и так далее. Мы там что-то уже начинаем повторять, копировать там и учиться у них, у ESAB. Крутой маркетинг. Что ни говори, у них там есть свои плюсы и минусы, там, им сейчас нельзя там говорить в полголоса, либо в полный голос, там, но маркетинг у них крутой. И там есть чему поучиться. Вот именно у американских именно брендов я бы вот на это бы... А так, если среди китайских, либо вот, ну, там, не знаю, компаний, которых я, не знаю... Хороший вопрос, надо подумать на самом деле. С чем я сейчас сталкиваюсь, с тем, то, что это как со старой школы. Что я объясню? Это когда я записывал свои видеоуроки для крупной сварочной компании вот недавно, и меня спросили: Сергей, а у вас есть образование маркетолога? Я говорю, там, я проходил то-то, то-то, у меня есть курсы такие-такие-то, у меня там сфера такая-то, такая-то. Нет, а профильное образование. Вот наш маркетолог окончил в 1997 году Томский там какой-то институт по маркетингу. Я такой думаю, типа, этому мужику сейчас 50 лет, он главный маркетолог, у него есть профильное образование, он там в Томске в 97 году получил профильное образование по маркетингу, больше в жизни ничего не учил, не применял, и сама компания вообще там старперы, там просто ну, очень-очень старая школа, они не проявлены ни в соцсетях, ни в Ютубе, ни ВКонтакте, у них сайт ну просто убогий. И вот такой вот маркетинг старой школы, ну, я считаю, это вообще не маркетинг. То есть и еще проблема заключается в том, что у крупных больших компаний, на самом деле, в которых я работал, они неповоротливые, они очень закоренелые в бюрократии, нету свободы действий, нету такого выбора, даже не выбора, а вот сейчас пытаюсь сформулировать мысль, они не могут быстро применять решения, вводить новые фишки, технологии и знания в свой бренд, в свой маркетинг там, и так далее. Нужно пройти кучу согласований. Я помню, как это было, в Рутекторе, это вообще, когда работал. Компания, хотя как большая или маленькая, ну, не знаю, там 2 миллиарда оборотка, там 150 человек, и там есть какая-то идея, если ты ее хочешь реализовать, собираешь совещание, получаешь от всех одобрение, презентуешь свою идею, получаешь там, я не знаю, там, выделяют тебе деньги на это, потом там, и то там какие-нибудь смешные деньги, там, не знаю, 5000 рублей, потом еще одно совещание, потом обдумает директор, потом давайте соберем еще одно совещание, и через 2 года давайте реализуем эту фишку, а потом еще раз подумаем. Не, что-то мы 2 года совещались и думали, что-то как-то, наверное, не зайдет. Ну, потому что 2 года уже прошло. Есть идея, ее нужно реализовывать. От идеи до действия должно быть минимальное расстояние, должно быть, как сказать, ну, блин, это современный мир, это современные технологиями. Кто думает 2 года или собирает, или совещание на совещание, совещание на совещание, это, конечно, все очень здорово, все, конечно, интересно. И соблюдение там иерархии, и ответственность. Я помню, как у нас в Рутекторе никто на себя не брал ответственность, все боялись брать ответственность за что-то новое внедрить. Ну, то есть так не работает маркетинг, так не работает продвижение, так... И вот в крупных компаниях я очень часто вижу вот именно такую систему, именно систему старой школы, где старперы по 45 лет, 50 лет. Я в этом бизнесе 50 лет, я уже все знаю про сварку. Какой там ваш интернет? Нафиг нам этот Инстаграм, Телеграм и Ютуб и все остальное? Зачем нам сайт? Зачем нам писать статьи? Зачем нам блогеров привлекать? Давайте что-нибудь, листовки напечатаем. А давайте напечатаем листовки и раздавать их будем возле метро. Вот такой вот я маркетолог крутой. Ну, то есть... Старая школа – это плохо. И вот в маленьких компаниях, которые работают, там, не знаю, там, сами на себя, где нет такого большого штата, где нормальный молодой директор, где молодая компания, где молодой... О, Сварго! Конкретный пример. Более-менее молодой директор понимает в теме, он понимает, куда нужно двигаться, что нужно делать. И бизнес-процессы у него настроены так, то, что делать все быстро, оперативно, эффективно, как сказать, не брать все на себя, перекладывать ответственность в хорошем смысле слова там, на сотрудников, чтобы сотрудники брали ответственность и отвечали за результат. Вот к чему я клоню. Нужна молодая школа, нужны новые знания, нужны идеи, которые там, положительно влиять будут, опять же, на бизнес.
Цель бизнеса – заработать денег, цель бизнеса – там, привлечь, естественно, там, аудиторию, новых клиентов, продвинуть свой бренд там, и так далее. Но если этим всем занимаются старперы со старой школы, которые 35 лет в деле, и которые рассказывают тебе: интернет нахер, это нахер, блогеров нахер, выставки нахер, а давайте листовки напечатаем, а давайте еще объявление в газету дадим. Реально, объявление в газету из рук в руки и напишем то, что у нас есть сварочное оборудование. Ну, это я сейчас пример говорю, ну, примерно вот я слышал такие предложения от старой школы маркетологов там, и когда ты на все это смотришь, думаешь: о боги, не видать вам успеха в продвижении ваших брендов с такой стратегией. Вот так вот. Ладно. Ну что, ребята, много чего сегодня я рассказал. Отправляйте, ставьте донаты, прикрепил все реквизиты к этой трансляции. В комментарии пишите комментарии, запись чата сохранится, пишите комментарии после трансляции, либо во время трансляции. Я буду на них отвечать. Ну что, предлагаю закругляться. Мы уже с вами 50 минут, у меня уже язык устал, пора пойти водички попить. Спасибо большое вам, спасибо большое, кто писал комментарии, всем вам. Вик, спасибо тебе и всем остальным, кто писал. Всем желаю хорошего дня, хорошего вечера, а в Москве это уже вечер, уже 19:55. Да и все, наверное. Желаю вам перед сном провести медитацию, помедитировать и в классном состоянии, в хорошем состоянии ума лечь спать, чтобы завтра проснуться бодрым, красивым, счастливым, без тревоги, в классном настроении, полным сил и энергии. Ладно, все. Спасибо большое всем. Хорошо, всем пока.